всем, с вами Джексон, и сегодня мы соберем еще один радиоконструктор, который недавно нам пришел из Китая. Это у нас самодельная светодиодная лампочка, очень простой набор. Тут у нас 38 светодиодов, 2 печатные платы. На этой печатной плате у нас компонуются наши светодиоды. Вот эта печатная плата, это у нас плата питания. Даже брав вот схему вот этой платы, я брал и собирал свой блок питания. Он тут идет без трансформатора. У меня тогда это все дело получилось. Единственное, что желательно такие блоки питания нигде не использовать. То есть, если у вас есть какие-нибудь открытые выводы, то вас хорошо ударить может. Поэтому эта схема достаточно опасна. Ее обязательно нужно компоновать в какой-то герметичный корпус, чтобы контакты вот этого питания никаким образом вы до них дотронуться не могли. На печатной плате питания вроде бы все хорошо подписано, но есть небольшая проблема с резисторами. Как видите, резистор R3 100 Ом, он вроде бы нормально подписан. Резистор R2 и R1, они никаким образом не подписаны, мол, сами догадываетесь, какие тут номиналы. Конечно, можно зайти на сайт AliExpress и посмотреть в описании товара, какие номиналы у этих резисторов, но все-таки это, пожалуй, минус продавцу. Если вы не полностью указываете на печатных платах маркировку, то желательно вкладывайте инструкцию. Видимо, им лень распечатать лист А4, чтобы вложить инструкцию, наверное, это дорого, но все-таки неудобно, поскольку не хочется лишний раз заходить на сайт. Начнем мы все это дело собирать со светодиодов. Сколько я заметил, тут не самые простые светодиоды, как я понял, это сверхяркие светодиоды. То есть, видите, этот простой светодиод, у него кристаллик достаточно маленький, вы его почти не видите. Вот это вот наш светодиод, как видите, кристалл у него достаточно большой, они ярче в несколько раз, чем обычные. Но давайте начнем их вставлять. Как видите, тут есть маркировка на печатной плате. Плюсы это у нас тут плюс, это длинная ножка, минус это короткая ножка, и таким образом вставляем все светодиоды. То есть у нас есть светодиод, две ножки, длинная плюс, короткая минус. Также у нас на печатной плате плюс и минус, и по этим маркировкам мы ориентируемся. Я вставил все светодиоды, теперь вот так выглядит наша светодиодная лампа. Кстати, я заметил, что светодиоды у нас тут не одинаковые. Вот раз, два, три, 4 светодиода, они отличаются от других. У них кристалл немного побольше, ну не знаю, видимо у китайца не было одинаковых, он такие нам выслал. Я бы мог подогнуть сейчас ножки, но говорю, что это будет вообще неудобно, поскольку сразу же всех вставил. Поэтому я при помощи скотча закреплю светодиоды, чтобы они не вывалились. Я впаял все светодиоды, теперь можем снять скотч. Некоторые светодиоды у нас стали немного неровно, но и без проблем можно вручную подровнять. Теперь давайте соберем схему питания. Начнем мы с диодов. Их тут 4 штуки. Это у нас диодный мост. Обозначаются они на печатной плате цифрой 4007. Точно такая же цифра у нас на маркировке диода. Ориентируемся мы по полоске. У нас на диоде вот тут есть такая серая полоска. Такая же у нас полоска на печатной плате. И таким же образом мы вставляем. То есть полоска со стороны полоски, в этот контакт вставляем эту ножку. Давайте вставим резисторы, их тут у нас 3 штуки. По маркировке можно догадаться, я даже не буду замерять номиналы. У нас R1 и R2 это у нас одинаковые 2 резистора, и R3 это у нас резисторы на 100 Ом, находится он вот тут. И получается, что 2 одинаковых, они у нас не промаркированы, и один, который отличается, он у нас замаркирован 100 Ом. То есть вот таким образом мы их и вставляем. Ставим теперь полярный конденсатор, тут у нас была всего одна штука, вот он тут располагается, ориентируемся по ножкам, длинная ножка это плюс, короткая ножка это минус, и таким же образом вставляем в его отверстие. Кроме того, как вы видите, на схеме указано, что его нужно таким образом загнуть, чтобы, видимо, он поместился. И последняя деталь, это у нас неполярный конденсатор, вставляется он сюда, и теперь подгибаем ножки всем нашим деталям и впаиваем их. После того, как я впаял все детали, нам осталось только припаять провода и собрать все в корпус. Два провода, которые идут у нас от цоколя, впаиваются вот сюда, в два отверстия под маркировкой AC.
И два провода, один у нас паяется вот сюда, второй вот сюда. Это у нас питание, вот тут у нас плюс, вот тут минус. И также вот у нас на плате питания размаркировано плюс и минус. Впаиваем их вот сюда. Кстати, странно, почему у переменного напряжения вот есть разноцветные провода, а у постоянного у нас черные провода. Немного неудобно ориентироваться. Наш конструктор почти готов, осталось все уместить в корпус и проверить. Пожертвовал одним источником освещения, поэтому сильно не ругайтесь, картинка может быть немного тускловатая. Давайте это все дело соберем и попробуем запитать. Я все собрал, но возникла небольшая проблема. Дело в том, что эта печатная плата не совпадает под корпус пластиковый. И как вы видите, в одном месте он треснул, то есть эта плата шире, чем вот это отверстие в корпусе. И поэтому, пока я его вставлял, долго мучился и все-таки в итоге треснул корпус. Он как бы держится, но очень плохо, желательно его еще, наверное, скрепить клеем. Но китайцы, видимо, не очень хорошо это все дело продумали, и тут немного не совпадает. Давайте все это дело включим в сеть и проверим. Вот, как видите, лампочка вот такая вот у нас получилась, все светодиоды горят. Ну, она достаточно тусклая, подойдет для подсветки небольшого стола. Как основное освещение ее, конечно, использовать не получится, но тут больше интерес в том, чтобы собрать свою светодиодную лампочку. Кроме того, насколько вы знаете, светодиоды живут достаточно долго, эта лампа будет долго служить, можно ее подвесить, допустим, в какую-нибудь каморку, ну, маленькое помещение, там ее будет вполне достаточно. Ну, так, сама по себе она, ну, достаточно тусклая, вот так вам скажу. Это у нас, кстати говоря, теплый свет, то есть это не холодный, это у нас теплый, приятный свет. Вот такие вот у нас светодиодики. Несмотря на то, что они ярче, чем обычные, но все равно их достаточно мало. Вот такой кит-набор мы собрали, вернее, радиоконструктор. Очень простой набор. Ну, советовал просто так, для интереса бы его собрать. Смысла навряд ли вы в нем найдете. Единственное, что был бы от него, наверное, толк, если, допустим, использовать вот этот вот корпус и под этот корпус сделать свою, так скажем, печатную плату и использовать все светодиоды, тогда это все дело было бы ярче, но было бы дешевле все-таки купить уже готовую светодиодную лампу, нежели вот это вот все мучаться. Это все больше собирается, наверное, из какого-то интереса. Вот такая светодиодная лампа у нас получилась. Стоила она недорого, по-моему, там сколько, 2 или 3 бакса, но оно, наверное, своего стоит. То есть просто для интереса собрать. Такая интересная светодиодная лампа получилась, можно ее использовать в качестве дополнительного освещения. В общем-то, с вами был Джексон. Вот такой набор мы сегодня собрали. Радиоконструктор. Очень простой, очень простая штука. Ну, я думаю, справится любой, кто умеет паять. Да, кто и не очень умеет паять, тоже справится. Все очень легко. И, в общем-то, пока.